Сегодня мы с вами создадим AI-агента, который будет собирать новости по всему интернету, а дальше у нас есть несколько путей, что мы можем делать с этими новостями. Первый, самый простой путь — это, знаете, экономить себе время для того, чтобы узнавать актуальные темы, актуальные события, которые происходят, например, в нашей нише по определенному направлению, по определенной тематике, чтобы не искать это все в интернете, не тратить на это кучу времени. Мы просто будем периодически обращаться к своему Telegram-боту, либо напрямую через сервис N8N, например, используя чат, встроенный от сервиса N8N, и, соответственно, узнавать, какие актуальные свежие новости, какие актуальные свежие тренды, направления, новинки происходят, соответственно, в нашей теме, в нашем направлении. Ну и второе, это самый, наверное, активный способ создавать контент на основе тех трендов, на основе тех новостей, которые, соответственно, будут происходить в нашей теме, нашей нише. То есть бот будет узнавать что-то новое и публиковать, возможно, там вашу инсту, вашу телегу, создавать сценарий для вашего YouTube канала, неважно. То есть вы уже начинаете с этим контентом, например, работать и отправлять его туда, где вы ведете, соответственно, свои социальные сети. Может быть, это даже банально блог. На основе новостей, свежих данных вы просто будете генерировать и создавать статьи. Ребят, все шаблоны, которые вы видите в этом либо в других моих видео, вы всегда можете скачать себе без проблем. Ссылка находится в первом закрепленном сообщении, либо в разделе с описанием. Переходите в бота, и бот вам подробно рассказывает, как вы можете скачать тот или иной шаблон, либо получить доступ сразу же ко всем шаблонам. У нас преимущество в том, что к каждому шаблону предлагается подробнейшая инструкция для того, чтобы вы могли просто импортировать этот шаблон и по инструкции вставить куда нужно свои ключи для того, чтобы все это заработало. В первом закрепленном сообщении, либо в описании переходите по ссылке. Причем наш бот, наш AI-агент будет искать новости из двух источников. Первый источник — это глобальный поиск в интернете текстового контента, потому что текстовый контент, в первую очередь, там больше всего происходит каких-то новостей, каких-то новинок. Искать он будет в определенной последовательности, то есть в определенной последовательности, это может быть раз в день он будет искать свежие актуальные новости по вашей тематике. Может быть, он будет искать раз в час, раз в 10 минут, раз в 5 минут. Здесь уже зависит от вас и от той темы, которую вы ведете. Например, ребята, которые занимаются криптой, я знаю, что они настраивают подобных агентов, и они у них работают там раз в 30-40 минут. Он собирает какую-то сводку актуальных свежих новостей, потом все это компонует либо в течение дня, либо тут же публикует в телеграм-канале, либо собирает новости и делает выжимки из этих новостей и публикует уже непосредственно в телеграм-канале. Вы автор какого-то ресурса, да, и хотите, соответственно, эти новости публиковать. Ну и второй источник поиска, который он будет использовать, это YouTube канал. Я вам подробно покажу, то есть вы знаете, да, выходят различные новости. В основном эти новости выходят либо снимаются там раз в сутки. Кто-то уже собирает актуальные новости по тематике, которую вы публикуете, и вы, соответственно, можете, грубо говоря, парсить эти новости, сливать себе и уже с этой информацией работать так, как вам удобно. Всю работу мы будем проводить, используя сервис N8N, шаблон этих новостей, то есть здесь не один шаблон, а 3 шаблона, когда ваш бот работает, ваш AI-агент работает на базе Telegram, либо ваш AI-агент работает на базе вашего пространства, то есть это вариант работы с ним через встроенный чат в сервисе N8N, либо это просто отдельная связка с вашим системным ботом, с вашим главным AI-ассистентом, которому вы просто пишете, да, скажи мне, что актуальное произошло в мире, например, не знаю, там, крипты за последние 24 часа, и он, соответственно, вам тут же соберет новости, вытащит все эти новости из своих баз данных, которые он посчитал актуальными на данный момент, и, соответственно, выдаст вам всю эту информацию. Давайте соберем такого бота прямо в этом видео.
Пример сбора бота я буду показывать через Telegram. Значит, смотрите, как это работает. Мы, например, хотим узнать, какие свежие актуальные новости в теме N8N произошли за последние, соответственно, 24 часа, за последние сутки. Мы отправляем этот запрос в Telegram, и наш AI-агент, куда уже выгружены свежие базы данных по этой тематике. И он обращается к этим базам данных и дает, соответственно, нам ту информацию, которая произошла за последние там, несколько часов, либо за последние 24 часа в теме N8N. Каким базам данных он обращается? У нас в этом шаблоне есть базы данных, которые собираются в зависимости от типа контента. Например, база данных по текстовому контенту, она обозначается как news. База данных по YouTube контенту, она обозначается как YouTube. То есть, когда он нашел что-то актуальное по теме, например, N8N, либо по теме крипты в YouTube, либо в глобальном интернете, да, в постах кто-то что-то написал, то он тут же добавляет эту информацию в свою базу данных. Плюс из этой базы данных он отправляет всю эту информацию уже непосредственно в векторную базу данных для того, чтобы удешевить процесс создания той самой новости. А дальше уже с этими данными, с этим контентом вы можете работать как угодно. Весь шаблон, грубо говоря, у нас разделен на две части. Первая часть отвечает за вывод, то есть уже непосредственно, когда мы общаемся в чате и запрашиваем те самые новости для формирования контента для своих там социальных сетей, либо для себя лично. И вторая часть это как бы внутренняя работа, это то, что будет происходить в той части, когда мы этот процесс, эту работу не видим. То есть это парсинг тех самых новостей, глобальный поиск по всему интернету, это парсинг YouTube, то есть поиск на YouTube актуальных видео по определенной тематике, свежих видео и создание векторных баз данных для того, чтобы удешевить весь этот процесс. Окей, смотрите, у нас здесь сейчас установлен именно тест workflow, то есть когда мы нажимаем на тест workflow, у нас будет запускаться этот процесс. Когда же когда нас все будет удовлетворять, то есть мы посмотрим, что реально все работает, все запущено, мы просто меняем ноду с тест workflow на ноду запуск по времени. Например, каждый день, либо каждую минуту, либо каждый час, либо, может быть, каждую секунду вы хотите искать новости актуальные по своей тематике. Значит, первая часть это так называемый текстовый контент. Что здесь происходит? Смотрите, здесь мы прописываем те ключевые слова, по которым мы хотим искать, например, какую-то тему. Давайте будем использовать в качестве примера, я не знаю, какой-нибудь новости по теме, можно SMM, контент. Давайте тему крипту будем использовать. Для этого нам необходимо найти какие-то ключевые слова по тему крипты, например, Solana, биткоин, да. Ну, давайте Solana не будем использовать, просто слово биткоин, крипто. Здесь мы можем добавить сколько угодно ключевых слов, то есть просто добавляем строки, и чем больше ключевых слов, тем он будет больше искать статей и новостей по этой тематике. Я сейчас в качестве примера не буду углубляться, большое количество ключевых слов показывать для того, чтобы весь процесс у нас занял меньшее количество времени. Но чтобы вы знали, да, здесь можно поставить большее количество ключевых слов. Хорошо, после того, как ключевые слова у нас прописаны, он уже знает, по каким тематикам, по каким ключевым словам необходимо искать новости. Значит, как он будет искать новости? Он может искать новости в интернете. Для этого у нас есть несколько способов. Первый способ: мы подключаем наш любимый сервис, который я уже показывал в этом видео, Tavily. Этот сервис позволяет подключать нашим и агентам непосредственно уже глобальный поиск в интернете. То есть, грубо говоря, подключать интернет для формулирования и для формирования своего ответа. Просто регистрируйтесь в этом сервисе и в данные вставляете, соответственно, свой API-ключ. Вот. В разделе «Ваш API» вы сюда просто вставляете свой API-ключ,
и все. Дальше, значит, вы прописываете небольшой JavaScript, который вы также берете из сервиса Tavily, то есть берете, копируете свой ключ и в API Playground прописываете данные для глобального поиска. Настраиваете так, как вы хотите, то есть под себя. Здесь каких-то сложностей нет, просто потом копируете и, соответственно, вставляете вот сюда. То есть, что необходимо искать? Нам не нужны изображения, нам не нужны, соответственно, доменные имена, нам нужна именно актуальные данные за последний период времени. То есть для того, чтобы мы искали именно свежую информацию, а не искали какие-то старые статьи по теме той же крипты. После того, как вы его подключили, вам необходимо начать транскрибировать, либо формулировать правильно ту информацию, которую он, соответственно, нашел. Как это делается? Мы запускаем Basic LLM Chain. Я здесь использую Basic LLM Chain, потому что он позволяет, не то что там даже задешево, он позволяет без каких-либо дополнительных сложных инструментов просто получать модель от искусственного интеллекта, от ChatGPT в нашем случае. Я бы сюда поставил, конечно, не ChatGPT, я бы поставил Claude, но у меня нету API от Claude. Поэтому я здесь использую ChatGPT в качестве демонстрации, но более высокую модель для того, чтобы он лучше писал ту самую аннотацию. То есть в чем здесь идея? Идея заключается в том, что сейчас мы находим какую-то статью, какую-то информацию по этой статье, кидаем в Basic LLM Chain, нам ChatGPT делает аннотацию, небольшую аннотацию этой статьи. Если говорить про промпт, который заложен в Basic LLM Chain, то промпт выглядит так. Ты профессиональный редактор и копирайтер со специализацией на трансформацию технических и сухих текстов в вирусный контент, который читатели мгновенно запоминают. То есть мы этого создавали именно для того, чтобы создавать именно вирусный контент, для того, чтобы те новости, которые мы будем собирать, мы использовали эти новости именно для телеграм-каналов, где важно формулировать правильно заголовки, где важно формулировать четко текст для будущей публикации. Создавай захватывающий позитивный заголовок из точно 5 слов для сводки. Поместите их в титул. Заголовки должен вызывать любопытство, но не быть кликбейтом. Перепиши сводку, помести в контент, используя яркие конкретные существительные вместо общих активные глаголы. То есть мы здесь ему говорим, что тот контент, который он будет создавать, он должен, соответственно, быть вирусным. И все это мы забиваем сюда. Дальше, значит, здесь важны форматы вывода. Формат вывода Markdown форматирование для того, чтобы мы могли быстро в будущем все это скопировать и использовать в своей базе данных, векторной базе данных. Использую жирный шрифт для 3-4 ключевых терминов, понятий. Использую эмоджи максимум 2-3 раза для подчеркивания эмоциональных компонентов. Ограничения. Строго до 110 символов для сводки, для того, чтобы не перегружать информацию. Никаких подзаголовок в сводке не использую или в заголовках. Избегайте клише и шаблонных фраз, сохраняйте все важные факты из оригинального искажения, никаких восклицательных знаков, больше одного. Сейчас я вам в качестве примера могу показать, то есть дополнить этот промпт. Например, мы сюда еще введем, то есть он изначально будет информацию искать на английском языке. Почему? Потому что на английском языке выходит больше информации, чем на русском языке. Но если вам нужны именно русскоязычные источники информации, то вы, конечно, это все прописываете в рамках Tavily, прописываете источники информации. И когда Tavily понимает, что вам нужны именно русскоязычные новости, он будет искать среди русскоязычных новостей. Когда мы идем с более общих новостей, например, я его использую для поиска новостей по тематике N8N. То есть он мне раз в сутки формирует контент по тематике, связанной с сервисом N8N. Какие там происходят новинки, какие новые шаблоны используются. То есть, грубо говоря, это парсер новостей
по тематике N8N. В данном случае для крипто. Мы можем сюда прописать, что отвечай то есть твой ответ должен быть на русском языке. То есть в конце он должен сформулировать свой ответ именно на русском языке и забить в базу данных ответ уже на русском языке. Записывается это в формате выхода, то есть сюда мы просто добавляем, что его ответ должен быть на русском языке. Но сейчас я это делать не буду, там, даже для теста. Вы потом сами возьмете этот шаблон, посмотрите, запустите, и у вас все должно проигрывать. То есть твоя задача, ты должен как бы не то что транскрибировать, вытащить основной summarized, то есть вытащить основную идею, основной смысл этого поста из того текста, который в тебя вкинули. Дальше ты должен забить все эти данные в супербазу. Давайте по шагам будем проходить для того, чтобы вы видели, как происходит весь процесс. То есть сейчас он ищет темы по крипте, по биткоину. Мне даже самому интересно, что он там найдет. Дальше, значит, он добавляет, что это тема крипта и биткоин, и начинает искать по этой тематике новости. Смотрите, он сейчас обращается, соответственно, в Tawilly, сейчас будет обращаться в Tawilly и будет искать новости про крипту и биткоин. Здесь очень важно, что он ищет новости за последний период времени. То есть он наиболее максимально актуальные новости по теме биткоин будет искать и, соответственно, криптовалюта. Дальше, хорошо, он нашел новости и он сейчас будет делать summarize, то есть краткую выжимку этих новостей делать. Смотрите, сейчас мы его запускаем, и он раз новость, два новость именно по тем ключевым словам, которые в него вбиты. Вы можете использовать там до 10 ключевых слов, и, соответственно, ваша база будет больше пополняться. Отлично, значит, он передал данные дальше. Мы здесь уже можем посмотреть, да, что за новости он нашел. Значит, крипто, Evolution, Sport, ну давайте чуть дальше посмотрим, и тему по биткоину. То есть по каждому ключевому слову он нашел какую-то одну новость. Мы здесь в логах, да, можем посмотреть, откуда были взяты эти новости. Вот, например, с Forbes он взял одну новость, и с Finance Yahoo News он взял, соответственно, другую новость. И на основе этих новостей мы уже дальше будем формировать контент. Смотрите, дальше данные должны перейти в супербазу. В супербазу мы создали супербазу, где у нас есть ID, идентификатор каждой нашей записи. Дальше у нас есть title, то есть сам заголовок для нашей записи, у нас есть контент для нашей записи, и у нас есть, соответственно, откуда эта новость взята. Это либо текстовый контент, news, либо то есть с новостей, либо это YouTube канал. В качестве YouTube канала я вам чуть дальше покажу, для чего мы это используем. Ну и, соответственно, время, когда была запущена эта новость. Хорошо, значит, переходим в тест, и мы эти данные забиваем в супербазу. Для чего мы забиваем их в супербазу? Для того, чтобы мы в будущем могли вытащить их в наш Piniconn вектор. Вы можете не использовать супербазу, вы можете здесь использовать, я вам просто в качестве примера хотел показать, что можно использовать вот такие тоже инструменты типа супербаз. Вы можете использовать обычно там Google Drive документ, либо тоже Airtable, там те же самые формируете таблицу и дальше, соответственно, к этой таблице возвращаетесь. Но, на мой взгляд, вот супербаза с Piniconn, она лучше будет взаимодействовать и ну, как бы процесс будет легче происходить. Значит, вот, смотрите, тема по биткоину. Значит, биткоин, то есть вот эта вот новость, она у нас уже забита сюда. Тема по биткоину. Так, и вторая тема по криптовалюте. Вот она в 16:42. Это сейчас время. Вот, инструмент, новость, либо какая-то идея по криптовалюте. Можем также перейти непосредственно в саму новость, да, перейти по ссылке, посмотреть, когда она была опубликована. Мы увидим, что это именно свежие новости, последние новости по этой тематике. Хорошо, значит, мы забили в супербаз, и сейчас наша основная задача забить в
эти данные уже Piniconv Vector. Что позволяет это сделать? Что нам позволяет Piniconv Vector? То есть мы здесь создаем в Piniconv Vector отдельный индекс, я его назвал iNews Test, для того, чтобы показать вам, как это работает. И сейчас наш AI-агент забьет эти данные в Piniconv Vector для того, чтобы мы могли к этим данным обращаться в будущем. То есть он сохранит эти данные, он сохранит, соответственно, эту новость в векторном виде, для того, чтобы дешевле было работать с этой новостью. А дальше уже на основе этой новости он будет формулировать, создавать тот контент, который нам необходим. Давайте обновим. И посмотрим, где-то здесь, вот биткоин, криптовалюта, вот эти новости, которые только что были добавлены, они вот сюда вот добавились в Piniconv Vector. И когда мы будем там, например, даже сейчас можем зайти нашего помощника и спросить там, какие новости в теме биткоина произошли там за последние сутки. Он возьмет эти данные, он возьмет, что когда была новость создана там за последние сутки, если она была создана, либо за последние там полчаса, 15, 20, 30 минут, он скажет, что вот такая-то новость по биткоину, вот такая-то новость по криптовалюте, и это свежая новость, потому что он взял, он показывает, что эта новость была добавлена в базу данных именно в то определенное время, которое показывает ему, что новость свежая. Все работает, мы протестили, все данные в базу забили. Сейчас мы можем, давайте вот временно деактивируем, соответственно, весь этот процесс. Нажмем деактивировать. И для того, чтобы посмотреть, действительно ли наш AI-бот теперь этому научился. Нажимаем деактивируем, а соответственно эту часть активируем. Почему я деактивирую и активирую эти части? Для того, чтобы протестировать. Я не смогу протестировать без этого элемента, потому что он не поймет, что запускать. Запускать здесь, когда мы нажимаем Test Workflow, или запускать, соответственно, эту цепочку, когда мы нажимаем Test Workflow. В будущем у нас будет работать таймер. Таймер, который будет сам, мы эту ноду уберем, и таймер, соответственно, будет работать в определенное время и не будет такой вот путаницы. Сейчас, чтобы вам показать, как это все работает, приходится вот на такие шаги идти. То есть что-то отключать, а что-то включать, для того, чтобы было видно, как это работает. Какие есть свежие новости по биткоину? Так, мы запустили процесс? Нет, мы не запустили. Нажимаем Test Workflow. И смотрите, сейчас он обращается в базу данных и находит в базе данных именно новости по биткоину. Свежие новости по биткоину очень интересны. Биткоин сейчас колеблется в диапазоне 15 тысяч долларов. Недавно он поднимался до 85 тысяч. Здесь важно понимать, что это не стоимость биткоина 15 тысяч долларов, да, и устаревшая информация. Нет, они говорят, что он поднимался до 85 тысяч долларов и колебания в размере 15 тысяч долларов. Я не знаю, как это правильно называется, то есть он плюс-минус туда вот идет, плюс-минус 7,5, плюс-минус 7,5 вниз, плюс-минус 7,5 наверх. То есть колебания в размере 15 тысяч долларов. Это новость свежая. Все хорошо, он обращается в базу данных и дает нам, соответственно, актуальный ответ. Давайте его пока сейчас деактивируем и продолжим работать дальше. Вторая часть отвечает за поиск информации именно на YouTube. Здесь все намного проще. Здесь мы, например, знаем, либо следим за каким-то количеством людей, которые регулярно создают контент по вот тематику биткоина, криптовалют взяли. Давайте продолжим эту тематику. То есть у нас есть определенные каналы, которые создают контент по криптовалют, да, чтобы не смотреть все эти видео одновременно, мы можем поставить этот таймер, он будет отслеживать актуальные свежие видео по этой тематике у этого автора, забивать эти данные в базу данных, и дальше мы будем просто спрашивать: слушай, да, вот что говорят там блогеры, что говорят в мире видео по тематике биткоин. Значит, что здесь необходимо сделать? Нам необходимо разместить ссылки на каналы, которые
которые транслируют, например, тему, ну, ту же самую биткоина, да, мы взяли. Что мы делаем? Мы просто переходим на каждый канал и копируем, соответственно, эту ссылку. Вот берем, копируем Игорь Зуевич, например, да, и забиваем сюда. То есть он будет искать эту информацию там у Игоря Зуевича в свежем контенте. Но так как я про криптовалюту не рассказываю, давайте вобьем крипто. Скажу вам, что это было непростое задание найти именно актуальные каналы по крипте, но при этом, чтобы они еще выпустили последний свой контент не позже, чем 24 часа, потому что у нас есть ограничение, что мы только свежий, столько последний контент, соответственно, берем. Хорошо, я, значит, вбил несколько каналов, давайте протестим, посмотрим, достанет ли он информацию из них. Но пока покажу вам дальше, как работает. Он будет доставать свежие актуальные данные из этих каналов. Что для этого необходимо? Для этого нам необходимо подключить инструмент YouTube автоматизация и подключить свой YouTube аккаунт. Мы создаем Create, вбиваем сюда клиент ID и клиент Secret. Что за данный клиент ID и клиент Secret? Нам необходимо зайти в Google Cloud консоль, то есть облачная консоль Google, и, соответственно, создать сервисный аккаунт. Я рекомендую вам создавать именно сервисные аккаунты, потому что они лучше коннектятся и работают с N8N. Иногда при работе не с сервисными аккаунтами, соответственно, возникает проблема. Дальше зайти в API и здесь в поиске вбить YouTube Data API версия 3. Берем, включаем его, то есть коннектите, нажимаете здесь кнопочку Connect, и вы тут же начинаете работать, соответственно, с API от YouTube. И прописываете сюда, соответственно, клиент ID и клиент Secret. Отлично, YouTube прописали. И давайте начнем тест, то есть начнем уже тестировать, как это работает. Я все же решил именно оставить новостной канал, потому что на всех остальных каналах, которые я просмотрел, на них просто не было свежего контента. Хорошо, мы будем брать именно с этого контента. Здесь есть контент за последние, соответственно, сутки, которые были выгружены. Давайте перейдем на этот канал. Я, честно, даже не знаю, да, кто это видео создает. Видите, на английском языке. Но здесь есть час назад. То есть активно 6 часов назад. Активно, соответственно, кто-то создает контент по криптовалюте. Хорошо, значит, мы сейчас собираем все это воедино. Здесь у нас будет несколько источников, но для теста я покажу один. Дальше, значит, давайте здесь запустим сразу же, чтобы предыдущие шаги прошли. И смотрите, да, вот он достал видео. Он достал последнее видео, прописал идентификатор этих видео. И, соответственно, сколько он взял видео? Одно видео, да, потому что один канал мы указали, одно видео, соответственно, он взял. Он из каждого берет по одному последнему видео. Хорошо, значит, он вытащил нам те необходимые данные, которые нам нужны для работы, соответственно, с этим видео. Дальше, значит, мы тестируем следующий шаг. Здесь он, да, unpin, да, будем вытаскивать пин, и он нам достает ID-идентификатор, соответственно, видео с этого канала. Вот этот ID-идентификатор, он просто отсюда его достает, для того, чтобы понимать, с каким видео будет идти работа. Дальше нажимаем здесь сразу же тест. Да, для того, чтобы он вытащил этот ID-идентификатор. Что он делает? Он транскрибирует, он достает, соответственно, этот ID-идентификатор и вытаскивает из него все предыдущие данные. Вот он, JSON Video ID. На шаг назад вернулся. И дальше нам необходимо транскрибировать это видео. Я, как и в прошлый раз, при работе с YouTube буду транскрибировать видео с помощью сервиса Rapid API, потому что Rapid API позволяет вытаскивать с помощью одного API ключа, соответственно, бесконечное количество приложений. Я буду YouTube транскрибатор, бесплатную версию использовать. Мне кажется, для этой задачи она будет отлично подходить. Хорошо, что он делает? Минус YouTube транскрибатора. Я о нем в прошлом видео подробно рассказывал. Обязательно посмотрите. Минус единственное, что нужно собирать, соответственно, все данные, которые он будет делать. Сейчас покажу, как это выглядит. Так, ну сюда, что ли, нужно сразу же идти. Здесь также будет работать Summarizer, то есть он будет собирать, да, unpin and test. Он будет, соответственно, собирать
все данные из этого видео, формулировать для них такую же, как бы, грубо говоря, новость. Давайте посмотрим, как выглядел процесс. То есть у нас был транскрибатор, где мы также просто вставляем свой API-ключ сюда в транскрибатор из Rapid API. И дальше, значит, сам вот текст видео. Этот текст поделен на множество маленьких частей, которые следующий наш элемент просто собирает все это воедино. То есть это, грубо говоря, уже готовая транскрипция нашего видео, которое мы будем использовать. Дальше, значит, после этого он будет так делать с несколькими видео. То есть если мы здесь укажем несколько количества каналов, которые мы хотим отслеживать, то он с каждым видео из этого канала будет таким образом работать. Дальше он саммарайзер, то есть собирает всю эту транскрибацию и делает из этой транскрибации уже полноценный текст. Вот как будет выглядеть этот текст. Кстати, он написал именно про Solana. Solana в настоящий момент превышает линию тренда, что предполагает потенциальный разрыв. Ну окей, там какие-то свои прикольчики. Дальше, значит, нам необходимо Здесь его задача именно собрать текст. Мы используем Summarizing Chain. Вот он здесь также находится. Summarizing Chain. Вот он. Хорошо. Следующий. Это опять Basic LLM Chain мы используем, но уже как бы прописываем ее номер один. Здесь практически тот же промпт, что и в первом варианте мы используем. То есть наша основная задача это выгрузить заголовок и выгрузить, соответственно, контент, сформулировать заголовок и сформулировать контент. Вот он сформулировал Solana тренд. И дальше мы все эти данные выгружаем в супербазу, значит, где указываем идентификатор, указываем заголовок, указываем контент и указываем, соответственно, данные, что эти были взяты из YouTube, плюс время, когда была сформирована эта база. И после мы уже забиваем все это в Pinecone вектор для того, чтобы мы могли к этой информации обращаться. Все, данные все выгружены, мы можем зайти непосредственно в Superbase, сейчас обновим. Значит, это была информация по Solana, я сейчас хорошо помню, и из YouTube, то есть ищем Solana YouTube, вот Solana Dance, вот эта новость уже сформированная, свежая, актуальная новость, которую мы будем использовать. Вот информация о том, что она свежая. Также она была добавлена сюда в нашу векторную базу для того, чтобы мы могли к ней в будущем обращаться и на основе этой новости сформировать свой контент. Давайте вот через поиск попробуем найти Solana. Да, вот Solana Dance, вот эта новость, она также забита в наш Pinecone вектор. Хорошо, здесь у нас тоже все прошло гладко. Мы теперь пока деактивируем. Когда мы все настроили, все у нас работает хорошо, мы просто включаем именно временной интервал, и он сам будет в определенное время включаться и работать. А эту информацию мы, соответственно, уже эту часть шаблона мы уже активируем. Какие свежие новости по Solana? Здесь нажимаем тест Workflow, чтобы он начал обращаться, соответственно, в свою базу данных. Дал нам ответ. Свежие новости по Solana очень интересны. Solana кажется выше трендовой, что намекает на возможный прорыв. То есть он увидел эту новость и, соответственно, нам тут же рассказал. Плюс сформулировал в таком ответе. Здесь можно еще подкорректировать промпт для того, чтобы он выдавал это именно как свежую новость. Все актуальная свежая новость по такой-то тематике. Я вам сейчас показал именно на примере крипты. Вы можете использовать в любых своих нишах, в любых своих направлениях. Делать новостники, делать публикацию в раз в сутки актуального свежего контента. Неважно, как вы используете. Этот шаблон позволяет находить по ключевым словам и по определенным каналам те темы, которые вас будут интересовать. И у меня даже батарейка села от такого видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки, все актуальные шаблоны вы всегда можете получить в первом закрепленном сообщении, либо в описании к этому видео. С вами был Грызуевич. Пока.